Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В последнее время ряды сотрудников антикоррупционного комитета серьезно укрепились и пополнились. На данный момент в команду Никиты Михалкова входит уже 60 известных советских и российских артистов, преимущественно почтенного возраста. Никита Сергеевич Михалков высказал сожаление, что в организацию абсолютно не вступает молодежь, для которых основным фактором является высокая зарплата. При этом все сотрудники антикоррупционного комитета работают на добровольной основе, по зову души и сердца. Ну а 2 дня назад Организация по борьбе с преступностью и коррупцией получила еще одно серьезное пополнение. В ряды антикоррупционного комитета вступил никто иной, как новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. По последним данным, самый молодой член антикоррупционного комитета – это известный актер Андрей Мерзликин, которому совсем недавно исполнилось 51 год. А самые возрастные сотрудники – это известный телеведущий Николай Дроздов, 86 лет, и известный актер Василий Ливанов, 88 лет. Со вступлением в антикоррупционный комитет Андрея Белоусова, который целиком и полностью поддерживает политику Никиты Михалкова, Организация по борьбе с преступностью и коррупцией начала еще более жесткие проверки в высших эшелонах власти. Ну а накануне завершились 2 громких судебных заседания, которые определили судьбу семьи бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Центральный суд города Стамбула, Турции, и Басманный суд города Москвы вынес приговор в отношении родного сына Сергея Шойгу, певца, известного блогера и журналиста Даниила Шойгу, и зятя Сергея Шойгу, известного блогера и спортсмена Алексея Столярова. За получение денежных взяток, за финансовое мошенничество в особо крупном размере, за ведение незаконного коммерческого бизнеса на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, за неуплату налогов и за попытку повлиять на судебные процессы зять Алексей Столяров и сын Сергея Шойгу Даниил суммарно были приговорены к 25 годам лишения свободы. При этом зять Сергея Шойгу Алексей Столяров будет осужден на 10 лет, а Даниил Шойгу на 13. Срок исполнения приговора назначен на 1 июля текущего года. До этого времени зять Сергея Шойгу и его родной сын Даниил будут находиться в следственном изоляторе. Их прошение о переводе под домашний арест было отклонено. К слову сказать, это уже не первая победа антикоррупционного комитета над высшими эшелонами власти. 1,5 месяца назад к 10 годам лишения свободы была приговорена родная дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета Пескова. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Известный российский актер Алексей Панин, который еще в феврале 2022 года сначала переехал в Испанию, а затем отправился в Соединенные Штаты Америки, признан террористом и экстремистом. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает, что Алексей Панин публично призывал к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Часть 2, статья 205 УК Российской Федерации. Центральный суд города Москвы в 5-й раз отказал Максиму Галкину исключить его из реестра инагентов. Сегодня прошло судебное заседание по делу Максима Галкина. Артист попытался оспорить решение Минюста уже в 5-й раз. Представители шоумена отмечали, что тот не занимается политикой, а лишь высказывает свое личное мнение во время выступлений. Кроме того, статус инагента нарушает его право на свободу передвижения.
Однако, несмотря на все заявления юристов, супруг Аллы Пугачевой остался в списке Министерства юстиции. Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов, вынес вердикт судья. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня рано утром после долгой и тяжелой борьбы со смертельным заболеванием ушла из жизни российская актриса Анастасия Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк скончалась в хосписе в возрасте 53 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.